Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Что вам нужно знать сейчас?». Итак, мои дорогие, давайте посмотрим, о чем нам расскажут карты, какие предупреждения, какие подсказки они нам дадут. Итак, у нас будет сегодня 3 варианта. Давайте начнем. Для начала на рунных картах. В каких энергиях находитесь сейчас? Первый вариант, второй вариант и третий вариант. Дальше. Вы сейчас в сегодняшнем дне. Информация о вас. Итак, вы сейчас. Что из вашей жизни уйдет? Что уйдет? Первый вариант. Что уйдет? Второй вариант. Что уйдет? Третий вариант. Дальше. Что изменится? Каких перемен ждать? Какие перемены движутся в вашу жизнь? Что изменится? Нежданно-негаданно, что придет и порадует. Нежданно-негаданно. Нежданно-негаданно, что придет и порадует вас. Что вам нужно знать здесь и сейчас? Что вам нужно знать? На что обратить внимание уже здесь и сейчас? О чем вам нужно знать? Важная информация для вас, подсказочка для вас. И посмотрим совет. Совет от ангелов для вас. Очень сильная колода. И совет ангелов для вас. О чем? Что посоветуют? Что посоветуют ангелы в той или иной ситуации? Итак, мои дорогие, давайте посмотрим. Кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу. Я даже здесь хочу дать вам немножечко подсказочку. Второй вариант будет розовый кварц. Первый вариант голубой ленточный агат. И третий вариант голубой. И первый вариант горный хрусталь. Надеюсь, эта подсказочка вам тоже немножечко профанит. И давайте будем начинать. Вначале будет сигнификация. Вы как-то сможете сориентироваться, интересует ли вас данный вопрос, интересует ли вас данный расклад. Итак, первый вариант, горный хрусталь. Давайте посмотрим, в каких энергиях вы сейчас, немножечко о вас. Угу. Очень уверенная в себе девушка, очень такая ярко проявленная индивидуальность. Вы нравитесь, к вам люди тянутся. У вас немножечко есть такой момент, как я одна. Я одна. Всего, чтобы чего-то достигнуть, я как бы должна реализоваться одна. Очень мне проходит момент, что здесь девушка, женщина, которая на сегодняшний день чувствует в себе силу, чувствует в себе энергию добиться. Чувствует в себе вот этот момент, что она выделяется из общей массы. Вообще-то вы в периоде определенного прорыва. На сегодняшний день вам может быть не очень просто, не очень легко. Могут быть какие-то материальные вопросы. И есть вот нюанс, да, как бы хочу вложиться в себя, да, возможно, в какое-то обучение. Возможно, вы планируете какую-то поездку, изучение языков. Это вам действительно очень-очень пригодится. К вам тянутся люди, к вам тянутся мужчины. Но вы, возможно, сейчас в размышлении, а надо ли оно мне? А время ли на это или другое? Почему-то вот как идет момент, хочу все изменить в неком масштабе, да, не просто там
грубо говоря, даже сменить работу, а хочу очень много изменить в своей жизни. Очень может быть, что прямо как вырваться из того круга, где вы сейчас находитесь, из той обстановки, где вы сейчас находитесь. Есть ощущение, что вы как бы уже переросли, вам пора двигаться дальше. Здесь человек, который очень может занимать хорошую должность даже на сегодняшний день, быть человеком, который имеет энергию, силу, потянуть это. Здесь, если вы выбрали этот вариант, у вас есть сила свое продвинуть, свое развить, своему дать, своему какому-то хобби, увлечению, своему делу дать вот рывок, прорыв. И поначалу может быть очень даже и непросто, но успех вам обеспечен. Здесь человек, который не смотрит на кого-то, который движется своим путем, своим личным путем. Да, вокруг вас есть восторженные взгляды, мужчины, но очень может быть, что эта девушка одна сейчас, одна и может быть даже в каком-то выборе. У нее может быть какой-то вот ситуация, кого выбрать, да, с кем продолжить общение. Вот может быть вообще одна, и вот на сегодняшний день прямо вот как рассматривает определенные, скажем так, мужчин, да, рассматривает на предмет партнерских отношений. То есть может быть девушка одна на сегодняшний день. И как к вам мужчины тянутся, но вы как-то вот все не то и все. Вообще это очень ярко проявленная индивидуальность, очень ярко проявленный характер. Эта девушка, она действительно стремится к каким-то определенным своим вершинам. Ну давайте посмотрим еще. Посмотрим. Вы вообще-то, вам здесь сразу идет подсказка. У вас все получится. Если даже на сегодняшний день вы в каких-то сомнениях, смогу ли я, получится ли у меня, потяну ли я, у вас все получится. Потому что на сегодняшний день вам как бы немножечко не хватает уверенности. У вас не хватает, возможно, какого-то материального подспорья, фундамента, да, как бы на что-то опереться. Такое впечатление, что вы как бы сами на себя надеетесь. И действительно имеете силу на прорыв. Очень-очень здесь интересная девушка. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим. Здесь даже есть момент, что в вашем окружении, да, у вас такое может быть очень обширное общение, очень много людей, с которыми вы контактируете, но вы к себе как будто бы не очень так и подпускаете. В компании вы можете быть очень такой веселой, компанейской, вообще вас хотят видеть в своем окружении, но вы человек, который погружен в себя и очень может быть настоящим другом может назвать единицы людей. И вы как бы уважаете себя, и у вас есть вот этот момент, вам самой с собой не скучно, вы как бы все время идете в некое развитие. Давайте посмотрим, вы сейчас... Хочется счастья, хочется надежного человека, который будет опекать, который будет, ну, вот вообще стеной. Но сейчас я вижу, что как бы вы думаете об этом, вы мечтаете об этом. Очень может быть, есть у вас вопросы, знаете, вот как что-то по казенному дому, что-то касаемо карьеры, работы, дел, это точно. И есть момент вот будущих отношений с каким-то определенным человеком. Возможно, кто-то за вами засматривается, с кем-то у вас начинает налаживаться определенные отношения, и вас интересует, есть ли перспектива на будущее, сможет ли этот человек стать достойным партнером, который будет идти рядом, которого не надо будет тянуть за собой и не надо будет бежать за ним. Равноправные отношения. Вас интересуют действительно равноправные отношения. У вас неспокойное состояние касаемо личной жизни. Есть какое-то вот сердечное переживание. Оно есть. Ну, давайте будем смотреть еще. Почему-то вот и здесь прямо вышло какое-то сердечное переживание по поводу определенного человека и будущего с ним. Возможно ли будущее с определенным человеком? Или появится ли у вас человек такой? Возможно, так. Да, потому что вот вы сейчас все в делах, все в работе, и, возможно, ваша жизнь немножечко закольцевалась. Работа, дом, дом, работа. Если куда-то с подружками вышли, вам как бы вы не хотите, не видите, возможно, рядом с собой достойного человека, того человека, взгляд которого вы уловите. И вас интересует личное счастье, да, найду ли я своего мужчину. Потому что сейчас прямо борьба, и вы в латах, и вы вот в этой борьбе, и вам как-то, возможно,
Вот личная жизнь немножечко отошла в сторону. Но вы желаете отношений, вы готовы к отношениям. Но вам хотелось бы вот как в новую жизнь вступить в отношения и в новую жизнь одновременно. Хорошо, давайте посмотрим. Итак, вы сейчас, в сегодняшнем дне, у вас очень большие планы, очень перспективные. Действительно для вас распахнуты ворота. Первые ступенечки даются очень тяжело. Возможно, где-то очень много сомнений. Есть даже люди вот в вашем окружении, которые не верят, что у вас получится. Но я вам скажу сразу, не общайтесь с этими людьми. Вам нужна сила, вам нужна уверенность, вам нужно понимать, что у вас все получится. Потому что я вам скажу честно, у вас момент определенного, я даже не скажу это прорыва, это знаете, когда очень долго стараешься над чем-то, и оно у тебя прямо получается. Вас ждет вершина, вы добьетесь даже больших успехов, чем вы сейчас для себя, себе думаете. Есть немножечко момент, как вы на определенной какой-то развилочке, да. Вроде бы здесь спокойно, понятно, ну пусть тяжело, но спокойно и понятно, а что ждет впереди. Возможно, вы как-то планируете какую-то поездку, какая-то большая перемена у вас, вообще жизнь кардинально меняется. У вас все получится, вы достигнете большего, чем вы себе сейчас представляете. Такое впечатление, что вы как будете смотреть с очень большой высоты на тот мир, который вы сейчас, в котором вы сейчас живете. Здесь, знаете, даже может быть буквально, неожиданно для себя, вы сейчас такого не планируете, но у вас может быть перелет. Потому что мне прямо идет, что вы как с очень большой высоты смотрите на тот мир, который остается позади. Действительно, у вас все получится. Если вы сейчас замышляете себе какое-то дело, и у вас очень туго идет, первые шаги прямо тяжело даются, и вы уже как на грани, да, стоит ли здесь свою энергию, свои силы вкладывать, или, возможно, стоит попробовать что-то иное, вам еще чуть-чуть выйти на свет, чтобы вас заметили, чтобы вас подхватила эта энергия жизни. Вы идете своим путем, но перед вами, да, вы еще не дошли к своей двери, которая будет для вас распахнута. Вы идете правильно, вы действуете правильно. И если вы какие-то отношения закончили, где-то как-то какие-то, да, такие поступки кардинальные делаете, это все правильно. Вы сейчас очень правильно действуете. И вам нужно просто набраться терпения и идти дальше. Вы в сегодняшнем дне очень компанейский, дружеский человек. Прямо мне проходит, что вас как хотят видеть в своем окружении и хотят быть с вами в дружеских отношениях. Вы человек, который добавляет энергии, добавляет силы, добавляет настроения. Вас рады видеть люди в своем окружении. Но, возможно, вы сейчас понимаете, да, что ваше окружение, оно должно измениться, и оно так или иначе изменится. И так или иначе какие-то определенные люди, они останутся позади. У вас идет большая перемена. Возможно, она будет непосредственно касаться материальных благ. То есть какой-то возрастающий, очень интенсивно финансовый поток. Он может прийти через любимого человека, через нового партнера. Это может быть ваши личностные достижения. Я вижу, что у вас прямо есть сила на это. Но все равно вам придет некая поддержка. Вам придет материальная помощь. Потому что вы в правильном направлении идете. Возможно, кто-то прямо ищет работу, ищет новую работу, желает продвижения в карьере, желает какого-то прямо развития. Очень-очень у вас здесь идет момент материального дохода. Даже если вы сейчас не работаете в силу, да, возраста уже, и каких-то таких глобальных перемен не предвидится, у вас все равно будет финансовый доход. И он может действительно прийти через людей, через человека, который к вам очень хорошо относится. Вы в сегодняшнем дне, прямо, знаете, на развилочке такое ощущение, как на безлюдном островочке, на маленьком безлюдном островочке. И вы, как знаете, держите в руках эту
ивовую веточку, как развилочку своей жизни. Идет перемена, идет перемена. Я вам скажу, что ваши решения, они будут очень правильными. Вы все равно придете к тому, что вам по судьбе. Вы все равно придете к определенному успеху. Он уже виден для вас, он уже для вас предначертан. И на сегодняшний день вы чувствуете себя как-то одной. Возможно, вам не хватает поддержки. Несмотря на то, что у вас есть и знакомые, и друзья, и так вас приятно встречает окружение, да, вы все равно чувствуете себя немножко одиноким, потому что желаете иного пространства, иной жизни, больших перемен. И эти перемены, они придут в вашу жизнь. У вас очень много энергии женской. И как женщина вы тоже себя реализуете свои энергии. Действительно, я вам скажу, что у вас идет момент определенного подъема, но этот подъем, он так или иначе, знаете, как сплетен в некую общую нить с вашей личной жизнью. То есть у вас будет и там, и там. Одновременно будет и меняться жизнь и в личной жизни, и в неком материальном, да, и в материи, и в любви. Да, вас ждет определенный прорыв. Это шанс и возможность, которым вы воспользуетесь. У вас вообще все будет классно. У вас все будет классно. Верьте в себя, у вас все получится. Вообще, что касаемо вас, очень уверенная, красивая женщина, у нее прекрасный вкус, свой. Она не желает быть на кого-то похожей, у нее есть свое видение прекрасного и хорошего, да, для нее. Но сейчас вы как-то вот, вы знаете, вас прямо останавливает какие-то... Прорыв будет, но вас прямо останавливает. Это сказать человек, который не может вас забыть, он как-то вас останавливает. Нет. Как вы знаете, что-то вас останавливает, не пускает. Я не могу сказать, что у вас нет каких-то враждующих энергий в вашем поле. Они существуют. Они существуют. Есть какая-то зависть, есть какая-то ревность. Есть вот какие-то энергии, которые вас останавливают. Что это и от кого эти энергии? Что это и от кого? От человека, который, по сути, от вас далеко, и, возможно, у вас с этим человеком закончились уже отношения. Этот человек остался в прошлом. Это может быть подруга, которая осталась в прошлом. Это может быть ваш молодой человек, который остался в прошлом. И так или иначе, я вижу, что от того человека, который остался в прошлом, от него тянется какая-то вот негативная лента. Что вам делать? Как вам избавиться от этого? Как вам избавиться от этого? Вы уже избавились, вы уже ушли от этого, да? И новый человек, вы знаете, какая здесь ситуация, девочки? Новый человек будет как талисман. Я вам скажу, что у вас идет действительно перемена в личной жизни, и с новой любовью, с новыми отношениями в вашу жизнь придет удача. В вашу жизнь придет лучшее. И вы действительно обрежете уже вот эти остатки, да, из этой ленты, она уже как бы уже растрепанная, да, уже как нити только остались. Но вот окончательным обрывом, да, вот этих нитей, которые тянет от вас энергию, возможно, вы просто думаете, что-то вспоминаете, ну, есть какой-то нюанс. Где-то там еще что-то держит, где-то человек, возможно, мечтает, что он может вернуться в вашу жизнь, но там какая-то, вот знаете, зависть и ревность почему-то вот проходит. Оно останется в прошлом. И, знаете, новая любовь, новые отношения, они оборвут все вот эти, окончательно вот эти нити. И новые отношения будут, знаете, неким талисманом в вашей жизни. Человек будет вас и защищать, и поддерживать. И ваша, вот вообще ваш расцвет, ваша реализация, она действительно, знаете, таким бурным потоком начнется. Вот и личная жизнь, и вот материя и любовь у вас идут в одной связке. И у вас все будет хорошо в материальном плане, когда у вас есть любовь и чувства. Вот когда в любви, в чувствах вы счастливы, у вас и в материальном плане все будет хорошо. У вас очень сильно связаны две вот этих ниточки. И, знаете, как-то отринуть любовь, да, сказать, что вот сейчас не время личную жизнь как-то развивать, сейчас не время думать об этом. Вот я настроилась на некую карьеру, на материальное обогащение, я буду реализовываться, я буду духовно развиваться. Все это идет в связке.
И вам вот этот компонент, он вам нужен. Он вам нужен для того, чтобы собрать полную мозаику. Вам нужны отношения, вам нужны гармоничные отношения, которые придут в вашу жизнь. Ну что ж, мои дорогие, давайте будем смотреть дальше. Итак, что уходит из вашей жизни? Что уходит? Вы знаете, какое-то ожидание. Вот по семерочке пентаклей уходит ожидание. Вот что вы вкладываете и ждете, вкладываете и ждете. Вот я вам скажу, что действительно некое ваше ожидание останется позади. Вы найдете вот эти правильные ключи, вы воспользуетесь вот этими ключами, потому что они уже у вас есть. Некие ваши наработки, некий ваш опыт жизненный. И вот те энергии, которые вы собрали, вот они уже у вас как вот эти ключи, которые будут открывать двери перед вами в ближайшем будущем. То есть некий ваш жизненный опыт, он вам позволит пройти все. И действительно, позади остается ожидание лучшего. Пришло время вот этим лучшим уже жить. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет меняться. Какие перемены, девочки, у вас очень может быть. Но перемены быстрые, вообще быстрые, потому что вот колесница, карта скорости, карта быстрых перемен. Что будет меняться? Вы сможете взять ситуацию под контроль, вы очень хорошо сможете сориентироваться и подготовиться к тому, что вас ждет впереди. Если вы задумали какой-то переезд, перелет, я еще раз повторюсь, возможно, кто-то какое-то путешествие планирует на очень большое расстояние, я вам скажу, что все пройдет очень-очень хорошо. И эта перемена, она будет очень значимой и очень хорошей для вас. Давайте здесь возьмем еще немножко, посмотрим больше. Посмотрим больше здесь, какие перемены, да, в чем ждут перемены. Перемены быстрые и скорые. Я вам скажу по колеснице, это даже может быть и карьерный рост, и свое дело, да, потому что колесничий берет бразды правления, он управляет людьми, он управляет ситуацией, он руководит ситуацией, он в силе, он в энергии владеть этой ситуацией. Итак, перемены, скорые перемены, покажи нам. Шансы, возможности. Опять выходит вот этот момент, пентаклевый король. Я вижу, что у вас здесь идет момент, появится, возможно, да, вы думаете о том, личная жизнь, появится ли тот надежный, да, состоятельный мужчина в вашей жизни. И я вам скажу, что смотрите, он вышел вам на перемену, то есть да. Сама судьба даст вам шанс, и в вашу жизнь действительно придет мужчина, который принесет прекрасную перемену в вашу жизнь. Если вы задумали, загадали какого-то определенного человека, у вас действительно с этим человеком есть шанс начать отношения, восстановить отношения. Возможно, какие-то вопросы по поводу пентаклевого мужчины. Это не обязательно, не привязывайтесь так строго к гороскопу. Это может говорить о вот таком человеке, с которым действительно можно построить нечто, который будет защищать, который будет опекать вас, да, который будет готов к серьезному построению. И вот здесь идет вот прямо момент, да, твердо стоящий мужчина на ногах, есть такой шанс и даст вам судьба такую возможность начать с этим человеком отношения. Тот вопрос, который вас интересует по поводу мужчины, он действительно, шанс будет, чтобы все реализовалось так, как вы этого хотите. Действительно какой-то переезд, финансовое благополучие. И оно действительно идет в связке с личной жизнью, понимаете? Это необходимые энергии. На сегодняшний день я вам скажу так. Вы очень мощный человек, и я вам скажу, зашли вы на это гадание не зря. Здесь проходит момент, что вы работаете, вы как бы расширяете свое энергетическое поле. Вы в духовном плане работаете над собой. Возможно, это какие-то медитации, это психология, это нумерология, это какие-то, да, вы как в поиске каких-то знаний, каких-то подсказок для себя. И у вас действительно ваше энергополе, оно расширяется. Но вам необходима партнерская энергия, вам необходима мужская энергия, потому что вы очень душевно богатая, но вы женщина.
Вы женщина и в своих очень прекрасных женских энергиях. Если даже вам кажется, что вот жизнь непроста, и иногда прямо приходится вести себя по-мужски, где-то брать на себя очень много, где-то совсем, знаете, не действовать, даже не думать так, как избалованная женщина, а думать как сосредоточенный и очень серьезный человек, вам не хватает мужских энергий, потому что вы очень наполненное женскими энергиями существо, да, женщина. Вы женщина в полном понимании этого слова. И здесь идет момент, что вам не хватает партнера для того, чтобы ваше энергополе было защищенным, потому что сейчас, на сегодняшний день, вы тратите очень много силы для того, чтобы защищаться. И вам не хватает энергии на развитие, на прорыв. Когда в вас будут отношения, вам будет намного легче. Вам будет ваше энергополе, оно будет намного мощней. И действительно освободится энергия на прорыв, на реализацию, на материальные блага. Вы знаете, очень на сегодняшний день вот в нашем мире как-то нивелируется вот этот вопрос партнерских отношений. А это важно, это необходимо, так мы созданы, такая наша структура биологическая и энергетическая. Мужчина и женщина должны создавать союз энергетический и физический. Только так человек в полной мере сможет, знаете, в энергетическом плане заполнить все пазлы и развиваться, и процветать, и душевно, и энергетически. Сейчас как-то вот каждый, знаете, по себе, а это очень важно. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим еще, какие перемены вас ждут. Какие перемены? Знаете, здесь такой шанс от судьбы. Шанс, возможность от судьбы вот на партнерские отношения с очень интересным человеком. Даже я вам скажу, у вас будет выбор. Будут очень активные действия. Действительно, партнерские отношения, девочки, выходят. Перемена по личной жизни. У вас будут партнерские отношения с мужчиной. Очень активно человек будет действовать, где-то его даже сподвигнет какая-то ревность. У вас, возможно, и сейчас есть выбор, но он станет более остро. Но это, знаете, вопрос даже не так вашего душевного выбора, да? Вы встретите того человека, которого вы ждете в свою жизнь. Это обязательно произойдет. Более того, я вам скажу, что очень активно события будут развиваться в ближайший год. И даже я бы сказала, события это будут очень активно развиваться именно вот в теплое время года. Вот так вот. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Вот здесь у нас даже, да, подсказочка весна. Весна, лето. Будут очень активно развиваться события в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим дальше. Что придет и порадует? Что придет и порадует вас? Девочки, вышел у нас мужчина в форме. Военный, юрист, врач, полицейский, начальник, владелец. Очень может проходить мужчина-вдовец, то есть человек, который свободен, и очень вероятно, что этот человек постарше вас возрастом будет. Ну, давайте посмотрим больше, да, что придет и порадует. Мужчина придет и порадует вас, девочки. Мужчина образован, я вам скажу, очень вероятно будет носить форму, при должности, при очень хорошем стабильном доходе. Владелец, то есть он имеет имущество. Может проходить ситуация, что человек разведенный или человек вдовец. Давайте посмотрим еще, что придет и порадует. Вот вы только посмотрите. Для чего этот мужчина придет? Для счастья, для сильной любви, привязанности, удовольствия, близкородных отношений, семейных ценностей и интимной близости. Девочки, у вас вот что придет, вот смотрите, на перемену у нас выходит мужчина, да, то есть какие-то перемены карьерные, материальные, которые непосредственно будут связаны с вашей личной жизнью. И что придет и порадует, у нас вышел мужчина свободный, при должности, при финансах, при состоянии, который идет вам для любви, для близости интимной и душевной. Ну, здесь вообще-то карта свадьбы. Девочки, очень вам идет интересное развитие событий.
Итак, давайте посмотрим, что вам нужно знать сейчас. Что вам нужно знать, что идет любовь в вашу жизнь. Девочки, старший аркан влюбленный у нас вышел. Так, как мы здесь будем прикрывать, потому что очень откровенная карта. Возьмем еще одну. Вы знаете, то, о чем переживаете, то, о чем печалитесь, отойдет в сторону и уступит место настоящим чувствам, настоящей любви. И это то, что вы должны знать на сегодняшний день. То, что вас сейчас огорчает, оно остро вами чувствуется, потому что, возможно, где-то вам действительно не хватает поддержки. Эта поддержка придет через любовь, придет через любимого человека, через партнера, через мужчину, с которым у вас будут отношения по десятке сердец. Это свадьба. Это семейные отношения. И если вы на сегодняшний день, да, вот такая смелая, гордая и независимая, но все же желаете отношений и любви, я вам скажу, что вам не избежать. Это судьбоносное развитие событий. И я вижу, что действительно мужчина, который будет очень серьезен в отношении к вам и очень открыт для любовных отношений, он действительно в вашу жизнь войдет. Итак, совет для вас, совет от ангелов. И что у нас вышло здесь? Король кубков. Ждите. Девочки, вам вот действительно, знаете, идет момент, мужчина с любовным интересом стучится в твою жизнь. И вы не зря так требовательны. Придет именно тот, для кого вы распахнете свое сердце и свою жизнь. И тот, который привнесет лучшее и действительно будет вас купать буквально в своей любви, в своей нежности. Вот такой вот у нас сегодня первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось, я буду очень-очень рада. А мы будем смотреть дальше. Итак. Итак, смотрим дальше. Второй камушек, второй вариант, розовый кварц. Давайте посмотрим, в каких энергиях вы вышли, девочки. Врата в новую жизнь. Осмысленный выбор. Вы знаете, какой-то прямо идет момент очищения, освобождения. Сказать перемены, я вам здесь однозначно скажу каких-то очень хороших новостей. Очень хороших вестей. Вы как выходите из какого-то болота, когда вот каждый шаг дается очень-очень тяжело. И входите в чистое пространство, в чистую воду. Врата в новую жизнь. Вы знаете, что да, конечно, вся наша жизнь это какая-то определенная перемена, но я вам скажу однозначно, что второй вариант, вы прямо как на пороге вот этих перемен. Для вас уже свободен путь. Свободнее вот эти перемены. Очень какая-то вот значимая перемена по судьбе вам идет, мои дорогие. Очень значимая. И такое ощущение вас как будто бы выталкивает. Здесь даже может быть такая ситуация, что вот как судьба, жизнь, да, вносит какие-то коррективы, вносит какие-то перемены. Очень вероятно, что на сегодняшний день у вас очень непростой период, потому что такая эта карта, она раскрывается, когда человек переживает очень сложные какие-то события в своей жизни. Это как очень длительное переживание, очень большой стресс, очень как-то, знаете, такие какие-то события тревожные в жизни. И вот тогда эта карта выходит человеку. То есть это не просто так, это как большие усилия, да, приложены человеку. И может проходить, что как сама судьба, сама жизнь вас выталкивает из того пространства, в котором вы находитесь сейчас, из каких-то определенных обстоятельств. Но я вам скажу, что действительно в ближайшие полугодия оно для вас будет, возможно, где-то таким трансформирующим, то есть очень-очень меняющимся быстро. Но для вас открывается новая жизнь, осмысление и выбор. Где-то, возможно, нужно будет очень много оставить позади. Где-то то, что на сегодняшний день вас где-то придерживает, держит. Вот здесь действительно, девочки, идет момент, то, что вас сейчас держит, оно вас как отпустит. Отпустит ситуации. Это может быть момент, что вот вы живете в своем городке или
И вот, ну вот как-то беспроглядно, да, то есть вы не видите возможности, как можно выехать, как можно что-то вот в своей жизни кардинально изменить, и как-то вот подзастывшее такое состояние по жизни. Вот в ближайшие полугодия у вас не то что возможность, а как сама жизнь вытолкнет, какие-то обстоятельства вот настолько изменятся, что буквально вас вытолкнет жизнь. Здесь может проходить момент, что вы привязаны сейчас к чему-то, да, то есть вы родственники, дети, какие-то нюансы, да, как другие люди, как будто бы вы живете сейчас для кого-то, да, то есть ваша жизнь сейчас держит в приоритете чужую жизнь, то есть, возможно, это момент, я не могу, да, бросить детей, не могу бросить родителей, да, не могу как-то вот свою жизнь переформатировать и вы как-то выйти в новое русло, но в ближайших полгода у вас могут быть очень кардинальные перемены, очень. То есть какая-то вот вообще, какая-то вот подруга, соседка может вас позвать с собой вообще куда-то, вообще в другой город, в другую страну, как-то помочь вам, да, вот как-то она там устроилась, где-то работу нашла и вас может за собой потянуть. Это может быть момент, что вы в своей работе, в своей деятельности как-то притоптались, не можете рвануть вперед. В ближайших полгода у вас будет этот прорыв, потому что вы буквально как выходите в чистую воду, вы выходите в новую жизнь, в ту новую свою жизнь, которая будет очень сильно отличаться от того, что есть сейчас. Перемены грандиозные. Вот эта карта, она действительно показывает некий переход в новое вообще для себя. Но если у вас сейчас вот есть такие вот, скажем так, корни, да, то, что вас сейчас очень сильно держит, и вы понимаете, что вот я не могу ничего изменить в силу обстоятельств, вы сможете поменять все. Вот какие-то вот эти старые корни, они будут вас отпускать. Итак, вы сейчас. Ой. Я вижу, что очень может быть, что вы на сегодняшний день находитесь в отношениях серьезных, есть какой-то момент ожидания и есть момент переживаний, какого-то вот такой момент, знаете, как непростой вот сейчас по жизни, и вот каждый шаг дается очень тяжело. Действительно, на сегодняшний день ваши партнерские отношения, они могут быть на расстоянии. Они могут быть на расстоянии. Здесь даже больше, знаете, если у вас сейчас нет отношений, у вас могут завязаться отношения на расстоянии. Действительно, тот человек, который с вами познакомится, войдет в отношения или на сегодняшний день в отношения, он не потянет вас. Он не будет тем человеком, который вытянет вас в новое пространство, который изменит вашу жизнь. Очень вероятно, что на сегодняшний день вы в отношениях, возможно, отношения на расстоянии. И это и будет ключом к вашей некой перемене вашей жизни. Вообще-то я вижу, что вы женщина очень парная, партнерская. Вы так прекрасно открываетесь в отношениях, вы так умеете любить. И действительно есть момент, что вы очень вкладываетесь, да, в людей, которых вы любите. Вы прямо как укрываете такой защитой. И здесь есть такая ситуация, что нечто прекрасное вас ожидает впереди, это точно. Нечто прекрасное. Какое-то вот эти тучи, вот этот какой-то груз и знаете, однотипность жизни, она вот меняется к лучшему. Я вижу сейчас какой-то вот как думаете, как лучше поступить. Каждый шаг так тяжело дается. Такое ощущение, знаете, вот, возможно, у кого-то есть эти отношения на расстоянии, и есть момент переживания, есть момент тревожности. Давайте посмотрим еще. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Вы сейчас мечтаете, да, о неком благополучии, о защите. Ой, девочки, такой заботливый человек. Вот второй вариант, прямо чувствуется человек, который прямо любит такой теплым чувством, да, очень заботливая женщина, очень заботливый человек. И мечтаете о чем-то, да, как держитесь за эту мечту. Очень мне проходит отношения на расстоянии. И вы станете вот этим золотцем, вы станете вот этим самым дорогим человеком. У вас в личной жизни будет все очень хорошо. Вы будете довольны, вообще будете довольны жизнью своей.
Сейчас покажи мне. Императрица выходит. Вот прямо выходит женщина, возможно, детки у вас есть. Возможно, вы уже женщина с опытом, и которая, скажем так, уже прожила некий жизненный маршрут, да, и жизненный марафон уже прошла. Очень имеет такой глубокий жизненный опыт, свои какие-то раны, но и вместе с тем очень созревшая, очень такая благодатная энергия, прекрасная женщина. Прекрасная женщина, более того, у вас есть моменты защитной магии. То есть какие-то вот пуговичку на рубашку мужчине пришить, и все, и у него все будет ладиться. Ребеночку шарфик связала, и это вот такая бытовая женская магия, понимаете? Вы как вкладываете, вы как что-то, когда делаете руками, вы как вкладываете свою защитную энергию. И здесь она действительно защищает. И если ребеночек будет вот этот шарфик носить, ему и вести будет, и болеть не будет. И если там, ну, вы как исцеляющая энергия, к вам люди тянутся, и действительно здесь приходят спрашивать совета. Здесь, знаете, вы больше познаетесь, когда тяжело. К вам тянутся, когда тяжело, за советом, чтобы пожалели, чтобы вот укрыли. Даже больше я вам скажу, если в вашем окружении есть человек, который болеет, или у него кто-то болеет из близких, этот человек очень как-то вот ему хорошо рядом с вами. Он восстанавливает свою энергию. Но вы должны понимать, что этот человек, он вас подсасывает. То есть вы должны понимать, что, например, на работе вы знаете, что у какой-то сотрудницы, например, болеет ребенок, да, или какие-то неурядицы по личной жизни, или еще. И она, знаете, возможно, не очень хорошо к вам относится, но старается очень близко находиться рядом с вами. У вас очень такая исцеляющая энергия. И эта женщина, она подсознательно это чувствует. И так или иначе, она может не очень так хорошо говорить с вами, не очень хорошо быть в таком прям дружеском контакте, но рядом с вами она восстанавливается, она чувствует, что у нее прибавляется сил. А вы, возможно, наоборот, приходите домой и думаете: боже, да ничего не делала, сидела там вот, да, за столом где-то за компьютером, устала, как вообще ничего не могу. У вас есть момент, что вы исцеляете, вы наполняете этого человека энергией. Вот такой вот момент. Вообще-то у вас прекрасные вообще данные, такие материнские. Если вы даже смотрите, и вы молодая девушка, молодая женщина, вы будете реализованы как мама, у вас все будет отлично вот по женской части. Давайте посмотрим, как все-таки не терять вот эту энергию, потому что мне вот прошел такой момент, как не терять этой энергии вам. Как вам этой энергии не терять? Но вы в силе как-то вот. Здесь, конечно, очень хорошо кольцо с красным камнем носить. Очень хорошо амулеты или защитные вот согласно вашему вероисповеданию, то есть вашей религии, в зоне солнечного сплетения, не повыше, да, не вот короткая цепочка, а чтобы она была немножечко пониже, и чтобы закрывала именно зону вашего солнечного сплетения. Носите обязательно какие-то амулеты. Это может быть, знаете, какие-то подвесочки, что-то нужно одевать обязательно, защищая вот свое энергетическое поле, как бы отвлекая внимание, да, и рассеивая вот этот удар энергетический в вашу сторону. Обязательно носите. Очень хорошо носить кольцо с красным камнем или с каким-то натуральным камнем. Это может быть другой камень, но натуральный. Это может быть даже не в драгоценной огранке, но натуральный камень. Вот кольцо купите себе и просто носите его. Вот так вот. Но я вам скажу, что вы в силе защититься, у вас очень мощная энергия. И здесь я бы даже сказала, что вы по своей воле. Да? То есть подсознательно вы где-то, возможно, сочувствуете этой женщине, еще, но вы так или иначе вы делитесь с ней своей энергией. Но вот это ваше некое энергетическое истощение, если вы это чувствуете, обязательно оденьте что-то. Вот носите натуральные камни, носите подвесочки. Не обязательно, чтобы это было прямо что-то драгоценных, знаете, металлов, но желательно.
Итак, давайте посмотрим. Еще вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Ну вот идет мне, вот из-за вот этого момента, из-за этой женщины у вас идет немножечко отток энергетический. Хотелось бы побольше, возможно, какого-то финансового. Ой, такое вот прямо ощущение, знаете, как осьминог щупальцами вас обхватил. И кажется, вот уже вроде бы вырвалось, а у осьминога очень много щупалец. И вот как-то от одной присоски, знаете, освободилась, а здесь уже с другой стороны что-то тянет. Сейчас хлопотно. Сейчас прямо хлопотно. Очень так есть о чем подумать и о ком потревожиться. Вот такая вот ситуация. Вы сейчас. Вот немножечко такой застой сейчас по жизни. Вот он мне проходил. Вы не переживайте. Вы не волнуйтесь. Вы, возможно, где-то не на все вы можете повлиять. Вот так я вам скажу. Возможно, вам очень хочется, и вам как-то хочется знать, что сделать, чтобы вот что-то изменить. И я вижу, что вы не особо можете повлиять. События как бы прописаны уже. И вот эти врата, они для вас закрыты. И то, что сейчас вам как-то тяжеловато, и ощущение, что вас засасывает в болото, это все временный момент. Некая разруха, она заканчивается. И очень скоро вы выпорхнете из какой-то суеты, из каких-то проблем, из какой-то материальной, знаете, с материальных каких-то нужд, вы буквально выпорхнете. Вот вам летят хорошие вести. То, о чем вы пока что не знаете. И где-то действительно чувствуете себя как на один с какой-то суетой, с проблемами, с какими-то неприятностями, возможно. Но очень скоро в вашу жизнь летят хорошие вести, хорошие энергии, хорошие события летят в вашу жизнь. И наберитесь терпения. Я вижу, что у вас все будет очень-очень хорошо. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что уйдет из вашей жизни. Что уйдет? Что уйдет из вашей жизни? Знаете, такая ситуация, как в песочных часах высыпается. Такое ощущение, что у вас перевернутся вот эти песочные часы, и все начнется сначала. Девочки, смотрите, здесь действительно проходит момент. Если вы были замужем и разведены, вы выйдете замуж. Если на сегодняшний день ваш мужчина, любимый человек далеко, он вернется к вам, и у вас начнется обновление энергии. Это состояние, как перевернутся часы. Понимаете, песочные. И опять будет вот этот очень большой запас энергии, запас времени, запас счастья. Потому что я вижу, что на сегодняшний день где-то существует усталость. И есть момент, да, за что не ухватись, все высыпается. Все где-то как уходит, возможно, да, какие-то шансы, время, возможность, где-то не успеваю. Вот этот момент, он у вас закончится. И наоборот, начнется вот как эти песочные часы перевернутся, и начнется все по новой, и начнется все сначала. Это, знаете, очень такая карта, которая говорит о новом начале, о новом, знаете, как вот что уйдет, уходит вот это состояние, как высыпается с часов, и как эти часы перевернутся, и начнется все сначала. Это очень может быть через длительное время. Вы, например, сейчас одна, у вас появятся партнерские отношения. Если вы в паре, у вас какое-то как возобновление, да, вдохновение, новое, разгорится по новой страсти, разгорятся вот ваши взаимоотношения, любовь. Кто в возрасте, здесь даже может быть момент, как новая жизнь. Да, для кого актуально, для кого желанна новая жизнь. Здесь, девочки, эта карта, она больше говорит о том, что часы перевернутся и начнется все сначала. И сказать, что из твоей жизни что-то уходит, начинается сначала, но начинается как все лучшее начнется сначала, получит свое возобновление энергии. Ну, отлично, давайте посмотрим, что будет меняться. Что будет меняться. Вы знаете, вы сейчас прямо стоите в поиске какого-то своего пути правильного, как в лабиринте каком-то, и, возможно, все время сталкиваетесь с какими-то стенами, как опять в тупик зашла, как опять в тупик. Я вижу, что второй вариант, ну, вообще непросто, вообще непросто.
И очень часто вы сталкиваетесь с той ситуацией, что вот как не могу действовать дальше, да, что-то останавливает, что-то есть, что-то держит. Что-то держит. И вот здесь идет момент, вы найдете правильный выход, вы найдете вот этот выход в новое, в лучшее, вы найдете свой путь, вы найдете свою дорогу правильную. Вообще-то у вас новый восход солнца, новый рассвет. И вы выстоите. Возможно, вам сейчас кажется, что уже нет никаких сил, и я не хочу уже бороться, я уже, знаете, как вот течу, как по течению реки, да, иду. Но перемены действительно идут в вашу жизнь. И бороться у вас есть сила, у вас есть энергия. Вы намного сильнее, чем вы себе думаете. Очень сильным человеком вас вообще воспринимают окружающие. Но давайте будем смотреть еще, что будет меняться, что изменится в вашей жизни. Вообще-то я вижу прекрасные перемены. И знаете, возможно, не раз вы сталкивались с закрытой дверью. Вот идет перемена, дверь для вас распахнется. И вообще первый вот руна показала, что у вас прекрасные события идут в жизнь. Но это, знаете, как некая награда, потому что я вижу, что здесь человек как испытал все грани жизни. Вот хлебнул, знаете, по полной, что называется. Какие перемены вас ждут? Как бы кто ни хотел вас остановить, как бы кто ни хотел вас обмануть, у вас все будет отлично. В материальном плане в первую очередь. Я вижу, что действительно у вас очень проходит момент какой-то перемены глобальной. И вы как будто бы обретаете определенную защиту. И те, кто вас обижал, они по заслугам получат. Возможно, даже вы не желаете никому зла. Но и где-то размышляете о себе, будет ли наказание. Девочки, будет. И я вижу, что вы будете свидетелем наказания. То есть здесь какая будет перемена? Ваш обидчик будет наказан. Это да. И вы будете держать свое счастье в руках. Вообще королева Пентаклей — хозяйка жизни. Хозяйка жизни, хозяйка ситуации, хозяйка обстановки. Вы будете очень довольны той ситуацией, той переменой, которая идет в вашу жизнь. Что-то очень прямо счастье большое идет в ваше пространство, в вашу жизнь. Вы будете очень довольны. Такое впечатление, как вот наконец-то я нашла то, что мне надо. Я обрела то, что мне надо. А тот, кто шкодничает, кто каким-либо образом преграждает вам путь, является недоброжелателем для вас, я вижу, что вы знаете, скажем так, в чью сторону посмотреть, я вижу, что человек будет наказан. Давайте вот просто посмотрим, как будет наказан вот этот недоброжелатель ваш. Какие-то козни, сплетни, вот это все будет наказано. Вы знаете, что-то не подтвердится. Человек будет уличен, как во лжи будет уличен и будет наказан. Ну, давайте посмотрим. Ваш недоброжелатель как будет наказан. Вот эта карта, она была на дне колоды. И вы знаете, как лучшие наказания для наших врагов — это наш успех, девочки. Это наш успех. Я вижу, что вам идет успех, вам идет исполнение желаний и мечтаний. Вам идут прекрасные вести и новости. И действительно, ваши недоброжелатели, они буквально глотнут языки. Более того, это будут какие-то, вот знаете, такие энергетические удары в их сторону. Потому что некое равновесие будет соблюдено. Я вижу, что у вас не очень так, ну, то есть какие-то моменты, какие-то или сплетни, или какие-то, знаете, козни за вашей спиной, они ведутся. Это есть такая ситуация, такой момент. И, возможно, вы не очень даже и заинтересованы, не очень это вам интересно, что там будет с ними. Но, тем не менее, я вижу, что большим ударом для них будет ваш успех, ваше какое-то очень хорошее событие в вашей жизни. Но здесь прямо оно прекрасно, знаете, такое изобилие. Исполнится мечта по тузу кубков. Очень вероятно, что именно по личной жизни. Наполнится ваша жизнь очень приятными событиями. И вы хозяйка своей жизни, своего пространства. У вас все хорошо, и удача в ваших руках. А тот, кто запутывал ваши следы и вредил вам, ему останется вот только вот это наблюдение. И со своей злости, да, рвать себе волосы. И вообще, да. Они ждут, знаете, вот такое впечатление, как за вашей спиной наблюдают за вами и ждут. Получится у вас, не получится. Очень хотят, чтобы как-то вашего места поклевать, да, вас пообсуждать, до каких-то, знаете, неприятностей вам добавить. Но останется ни с чем. Останутся голодными,
ваши недоброжелатели. Останутся так и останутся наблюдать, и ничего не получилось, и все. Давайте посмотрим дальше. Итак, что неожиданно придет и вас порадует? Давайте посмотрим. Какие-то расширяются возможности, рост, развитие, саморазвитие, творчество, новые знания, новые знакомства, начало некого обучения. Очень может быть, что вы как-то вот будете изучать что-то новое, открывать для себя что-то новое. Но вообще-то я вам хочу сказать, что вы обратите внимание, потому что вот для вас прямо как некие возможности новые открываются. И эти новые возможности, они потребуют, чтобы вы что-то изучали. Я вам скажу, у вас идет какая-то дорога, очень приятная. Возможно, вы поедете туда, где вы еще не бывали, и буквально будете изучать новое место, будете любоваться, ходить какими-то красотами, какой-то архитектурой. Действительно будете что-то изучать, у вас будет на это время, у вас будет на это желание. Кто-то прямо изменит вот обстановку, возможно, работу, возможно, чем-то увлечетесь. Но я вижу, что вы прямо будете что-то изучать. Вам нужно будет что-то учить. И это вас порадует. Это вас порадует, что вам нужно что-то учить, чему-то обучаться, что-то для себя новое открывать. Очень может быть, что вы прямо действительно кто-то сможет съездить куда-то, отдохнуть действительно в то место, где вы еще не были, где-то какие-то расширенные возможности, да, для кого-то это может быть повышение по работе, по карьере, и вам придется что-то новое изучать, да, чтобы вот как-то повысить свою квалификацию. У кого-то это будет вообще новая работа, и вы будете вот на этой работе учиться чему-то новому, но вам очень хорошо, быстро это удастся, вам пойдут эти знания, вам очень хорошо вольетесь вы в коллектив, вы будете себя очень хорошо чувствовать. Я вижу, что неожиданно для вас откроются новые возможности, и эти новые возможности, да, как осуществление ваших желаний, потянет за собой изучение чего-то нового. Очень может быть, что вы как попадаете в новую обстановку для себя. Ну, давайте посмотрим еще здесь, да, что придет и порадует вас. Что придет и вас порадует, мои дорогие? Вы себя будете радовать. Вы себя будете радовать. И здесь действительно выходит молодая начальница. Вы понимаете, что это действительно рост по карьерной лестнице. Или вообще, знаете, вот такая богатая дама знает себе цену. Ну, некое богатство, некие материальные блага идут в вашу жизнь. Страстная, эмоциональная, молодая. Вот вы себя так будете чувствовать. И что вас порадует? Нежданно-негаданно вы сами себя очень порадуете. Что-то касаемо непосредственно вас, вашей реализации. Вы себя будете радовать. Это да, это какой-то успех в том деле, которым вы занимаетесь, то, чего вы хотите, оно осуществится. Возможно, вы перед собой ставите какие-то цели, вы этих целей достигнете. Вы добьетесь, у вас будет прямо энергия, которая будет... Вот как новые знания будут очень легко вам даваться. И если, например, на сегодняшний день для вас иностранные языки это прямо тяжело, я вижу, что может сложиться обстоятельства так, что вам придется их учить, но уже в новой обстановке, между новыми людьми. И теперь как бы вам будут нужны эти знания, и они очень легко вам дадутся. Вы очень легко ассимилируетесь, вы очень легко привыкнете, вы легко войдете в новый коллектив, возможно, и будете себя очень хорошо чувствовать. Но я вижу здесь, во-первых, это увеличение материальных благ и некие новые знания вам очень понадобятся, да, очень вероятно, вот молодая начальница, это очень хорошо. Возможно, это какой-то прорыв в вашем желаемом. Давайте возьмем еще одну карту здесь. Давайте возьмем и посмотрим, девочки, очень хорошо. Изучение, возможно, нового человека. И хозяйкой его сердца вы не станете. Да, изучение новых отношений, нового человека или новой обстановки. У вас, вот смотрите, что придет и порадует. Любовь, чувство, желание любви и отношений.
И здесь прямо нам показывает, что это будет весна. Весна, некое идет обновление, и очень вас порадует личная жизнь. Не имеет значения, вы сейчас в отношениях или нет, но личная жизнь вас очень порадует весной. Вы будете чувствовать себя хозяйкой ситуации, хозяйкой своей жизни. Очень комфортные, какие-то приятные события вас ждут. Но здесь прямо приходит что-то новое. Новое, неожиданное, которое вам придется изучать. Вам нужно будет это изучить. И это очень хорошо повлияет вообще на вашу жизнь. Я вижу вот второй вариант, вы знаете, у вас очень хорошие события идут. Это как определенная награда вам. Награда, потому что я вижу, что на сегодняшний день как-то, ну, очень вам сложно. Итак, что вам нужно знать сейчас? Все будет хорошо. Вот смотрите, вышел туз пентаклей. Все будет хорошо. Вы все пройдете. И хоть сейчас вам кажется, что вот все не так уж ровно, не так уж гладко, у вас все будет хорошо. И те перемены, и те новые непредвиденные события, которые мчат в вашу жизнь, они действительно будут радовать ваше сердце. Давайте посмотрим еще. Все будет хорошо, знаете, по тузу пентаклей. Все будет, ты совсем справишься, и все будет хорошо. Давайте посмотрим совет для вас. Совет для вас: десятка кубков. Ты работаешь, ты трудишься, и свое счастье заслужила. И оно обязательно придет в твою жизнь. То, чего ты хочешь, исполнится. И действительно останется с тобой не на один день, останется с тобой на многие-многие лета. Вот такой вот у нас второй расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень рада. А мы продолжим. Итак, давайте будем смотреть третий вариант. Итак. Третий вариант. Голубой ленточный агат, голубой камушек. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ой, нелегкий путь. Как-то вы сейчас себя очень во многом ограничиваете. Вообще-то эта карта, знаете, она очень такая судьбоносная, и она показывает на то, что вам сам род дает какие-то подсказочки. Вы сейчас, как слепой котенок, не совсем понимаете, в какую-то сторону идти. Но нужная дверь, она будет вам открыта. Вы идете своей судьбоносной дорогой. И некий результат, он уже очень близок. И на сегодняшний день вы, возможно, задаетесь вопросом, а стоит ли, а надо ли, а стоит ли оно того. Но эта карта показывает, что стоит. Это ваша жизнь, это ваш жизненный путь. Здесь идет момент, как... возможно, вы себя немножечко, как поступила ли я правильно, действую или... То есть какие-то, даже не то, что сомнения. Это такой момент, у вас какие-то очень судьбоносные моменты. Знаете, некие люди имеют некую задачу по жизни. Вот у вас есть такая задача по жизни. И пока что вот вы как в темноте, вы пока что вот мечетесь и, возможно, задаете себе вопросом, в чем вот эта задача, да, что мне по судьбе. Но у вас действительно есть какая-то определенная очень важная роль, и вы очень близки к исполнению этой роли. Эта карта показывает, что на вас вот ваш род имеет большую надежду. То есть вы, как женщина, можете стать вот этой берегиней рода, которая случайно, вот знаете, такая роль, как на несколько поколений рождается такой человек в роду, который имеет определенно очень важные задачи, очень важные цели и является берегиней рода. Пока что очень вероятно, что вы как в темноте, вы не видите вот этого, да, проявления, но оно так и есть. Сейчас жизнь ставит какие-то камни вам со всех сторон, как бы желая вас направить в правильное русло. И там, где для вас закрыты двери, не стучитесь, идите дальше, ищите новые двери, потому что то, что ваше, оно будет для вас распахнуто, оно вас пустит, оно для вас будет понятным, оно для вас будет нормальным, да, и вас легко пустит, и вам там будет хорошо. На сегодняшний день это действительно ситуация, знаете, такой момент, как стучусь, да, как в закрытую дверь, как о стенку горохом. Что-то не получается, немножечко такое подзастывшее состояние вообще в жизни. Давайте посмотрим еще.
Потому что вот как, знаете, как тяжелый путь, но когда придешь к вершине, ты все поймешь. И оглянувшись назад, будешь осознавать, что оно того стоит. Что оно того стоит. Сейчас, возможно, есть момент, поступаю ли я правильно. Действую ли я правильно, не потеряю ли я больше, чем обрету. Но карта указывает на то, что вы действуете правильно, что вы действуете как бы по своей судьбе очень верно. И когда вы обретете, да, то, к чему идете, вы поймете, что все оно было того, ну, что стоило где-то рисковать, стоило где-то менять свою жизнь, выходить из каких-то токсичных отношений, которые, да, вот сомневалась, нужно, а что, я останусь одна или еще. Девочки, здесь прямо стоит рискнуть. Вот эта карта говорит о том, что если ты сомневаешься, стоит ли, то стоит. И стоит рискнуть, потому что впереди тебя прямо ждет успех. У тебя все будет очень хорошо. Когда ты придешь к своей вершине, ты поймешь, зачем нужен был такой тяжелый путь. Потому что то, что ты обретешь, оно будет действительно ценным для тебя. Итак, девочки мои, да, это момент разрушения, это момент как каких-то, возможно, сейчас потерь на сегодня, как ухажер. Ну вот смотрите, да. То есть карты подтвердили вот эту руну и эту энергию по третьему варианту, что что-то разрушается, что-то уходит из жизни, где-то я что-то оставляю очень ценное для себя, иду к своей мечте, а стоит ли, не потеряю ли я больше. Вообще-то очень активным будет этот расклад именно для земных стихий, но не обязательно. Просто на сегодняшний день вы максимально реалистично воспринимаете все, что происходит. И где-то, не витая в иллюзиях, желаете вот все для себя расставить по полочкам. По сути, сейчас в каком-то круговороте. И думаете про себя, да лучше бы этих перемен каких-то и не было, да, чтобы было тихо и спокойно в моей жизни. Но они есть, эти перемены. И думаете, а стоило ли, какие-то переживания у вас сейчас. Но я вижу, что у вас вот такая ваша судьба, Тяжелый путь, но очень значимый результат, очень весомый результат. Я вам скажу, вы такое золотое звено, вы знаете, в цепочке жизни. Все мы объединены, так или иначе. Все мы связаны. И вы вот такое золотое, очень необходимое звено. Находитесь вы сейчас там, где вы должны быть. Проживаете вы то, что должны прожить, для того, чтобы то, что придет, вы могли оценить по-новому. И вот это какое-то понятие, осознание раскрыть для других людей. Очень может быть, что здесь человек со способностями, что здесь человек, который поднимает, знаете, пласты сознания и очень глубоко смотрит и очень глубоко чувствует. И очень вы можете давать очень хорошие советы вообще. Жизненный опыт очень, ну просто грандиозный. И на сегодняшний день, возможно, есть какие-то переживания, но вы прямо высоко. Вы прямо... Итак, давайте будем смотреть дальше. Вы сейчас, в сегодняшнем дне. Вы сейчас... Вот трансформацию проживает человек. Ну, просто карты идут, знаете, такие. Просто проживает человек определенные трансформации. Знаете, бывают такие, какой-то как затишье, спокойный период жизни. А у вас прямо бурлит все. Все бурлит и все кипит. Сейчас вы очень как-то переживаете. Ну, хорошо, покажи нам еще. Да. Подбираете меру, пытаетесь найти баланс. И, возможно, ищете какого-то для себя учителя, для себя советчика. Да, мудрого человека ищете, который даст вам подсказку, что с вами происходит, не схожу ли я с ума, да. Вот такая вот ситуация. Это нормальное состояние для человека, который имеет способности. И у вас действительно сейчас идет момент раскрытия. Возможно, вы, ну вот кто-то здесь может даже написать, что знаю, что есть какие-то родовые способности, но я хочу от них отказаться, я не хочу этим заниматься. Но я вижу, что у вас ничего не получится. И вообще отказываться неблагодарное дело, и очень не советую вам это делать. Но вообще-то здесь, да, в поиске учителя человек. В
поиске человека, который даст вам совет, который вас направит, который вам скажет, как вам действовать, что вам делать в той или иной ситуации. Но сейчас прямо идут переживания. Вообще-то женщина очень хороша собой. Вы так самокритичны, вы так выискиваете в себе какие-то комплексы, вы так выискиваете в себе какие-то минусы. Зачем? Любите себя, любите, потому что ваше тело это есть вы. И здесь такое критичное мышление, такая строгость к себе. Очень красивая женщина, очень обаятельная. И да, у вас здесь есть вот этот момент, красивая внешность и очень мощное наполнение. И очень мощная энергия внутри. Красивая женщина, действительно. И я вам скажу, что за вами наблюдают мужчины, вы очень нравитесь мужчинам. Давайте посмотрим. Ваше окружение. Вот я хочу здесь спросить ваше окружение, потому что я вижу какие-то переживания очень сильные у вас. Вам как будто бы нужно принять, а вы сопротивляетесь. Итак, ваше окружение покажи. У вас влюбленный мужчина в окружении, который тоскует по вам, да, и хочет выйти на связь, хочет себя проявить и сказать вам в своих чувствах. У вас есть тайный поклонник, моя дорогая. Мне прямо почувствовалось это, да? Вот смотрите. У вас есть тайный поклонник. Вне зависимости от того, вы в отношениях или вы сейчас одна, у вас есть тайный поклонник. Действительно человек, который очень-очень сильно вас любит. И я бы даже сказала, что он в скором времени выйдет, он себя проявит, он себя покажет. Если вы на сегодняшний день свободны, у вас прямо по личной жизни идет, знаете, возобновление энергии. Этот человек вас так или иначе, он вас наполнит энергией. Он вас, ну знаете, как-то порадует. Он вас будет радовать, этот человек. Вы будете на выборе, принимать вам этого человека или нет. Но здесь такая страсть, но здесь такой огонь. Я бы даже сказала, что здесь пламя, да, между людьми. Что здесь прямо огонь между людьми. Что здесь такая страсть, такое, знаете, очень в физическом плане вы с человеком друг к другу подойдете. И вы с ним прочувствуете то, что не чувствовали никогда. И вы знаете, что да, этот человек, он так или иначе, он как поможет вам. Вам немножечко нужно отвлечься, вам нужно пустить все немножечко на самотек. Вы слишком серьезно все воспринимаете. Отпустите ситуацию, живите моментом здесь и сейчас. Наслаждайтесь моментом здесь и сейчас. Если у вас очень сильные переживания, знайте, что у вас впереди прекрасные события. И те, знаете, какие-то моменты, как вас жизнь немножечко трансформирует ваше пространство, это все идет к лучшему. Хоть, возможно, на сегодняшний день, да, вам так и не кажется. Но здесь идет ситуация, что ваша жизнь будет наполнена страстью и большой любовью. Большой любовью в вашем окружении уже есть этот мужчина, и очень скоро он проявит себя. Он себя проявит с большими чувствами и с большой страстью в вашу сторону. Итак, давайте посмотрим, что уходит из вашей жизни. Уходит какая-то конфликтная ситуация, уходит какая-то борьба, девочки. У вас очень, знаете, какое-то напряженное сейчас вот вообще состояние, напряженная ситуация в жизни. Мне почему-то проходит, знаете, какой-то накопившийся стресс, накопившееся напряжение. Почему-то, знаете, как вы не даете себе плакать. Вы не позволяете себе плакать, вы не позволяете себе раскисать, вы не позволяете себе падать, да, на колени. Вот как бы удержать, остановиться, но не упасть, потому что очень тяжело подниматься. И здесь прямо проходит момент, что вот этот момент конфликта, вот это накопившийся стресс, накопившийся вот этот комок в горле, да, вот оно отпустит, оно отойдет. Оно останется позади. Это даже может быть какая-то конфликтная ситуация, которую вы сейчас проживаете, и вам как-то очень больно и неприятно. И я вижу, что эта ситуация прямо уйдет. По пятерочке жезла, то есть какая-то конфликтная ситуация. Здесь могут задействованы быть несколько людей. У каждого свое в голове. Все, знаете, как-то вот какая-то вот накопившийся стресс. Вот это идет, вот этот момент. Я бы даже вам посоветовала, знаете, у вас как бы какое-то как тело сжатое, да, напряженное, возможно,
даже чувствуете себя не очень так хорошо. Почему-то идет как вот этот накопившийся стресс, он как в вашем организме, такой как оцепенение какое-то идет. Вам очень хорошо сходить на массаж, походить на массаж. Это на вашу нервную систему очень хорошо повлияет. Вам, как, знаете, вот эти потоки энергии разблокируют, вам будет лучше. У вас может, как спина где-то, знаете, как сковывается, да, это так стресс накапливается в вашем организме. Здесь идет момент накопившийся стресс, какие-то переживания. Возможно, кто-то болеет или какой-то стресс вы пережили вот в недавнем времени. Как, знаете, за что и стоит ли. Но, тем не менее, накопившийся стресс уйдет. Накопившаяся какая-то борьба, накопившийся конфликт, вот это останется позади. Это очень хорошо. Давайте посмотрим, какая перемена вас ждет. Семерка жезлов. Вот вы видите, как вы покажете себя сильной, вы проявите себя сильной, вы проявите себя мудрой. И где-то действительно, знаете, создадите определенную защиту, определенный, знаете, такой хрустальный шар вокруг себя, и уже ничего не сможет этот шар пробить. Вы покажете свою силу, ни шагу назад, у вас все получится. Я вижу, что у вас, ну вот знаете, как очень много нюансов, как со всех сторон. Борьба не прекращается. Как же, да, от этого стресса как-то отойти, если борьба не прекращается? Вы себя покажете сильнее, мощнее. Отступят некие конфликтующие стороны, конфликт отступит. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Какая перемена вас ждет? Знаете, как здесь даже такое что-то, знаете, как время какое-то идет мне. То есть то, что время какое-то определенное тянулось, оно сейчас разрешится для вас. Какие-то, возможно, вопросы по документам здесь могут проходить. Что-то касаемо имущества, что-то касаемо каких-то действий, ну, вот активности, какого-то продвижения вашего. Почему-то вот идет момент, что что-то должно было состояться, но оно как-то во времени было отложено. Оно вот сейчас все произойдет. Хорошо. Что будет меняться? Что будет меняться? Ой, девочки, довольная будете такая, счастливая. Вы знаете, хорошие очень новости идут в ваше пространство, долгожданные новости, долгожданные вести, долгожданные события, возможно, очень, да, вот этот конфликт и где-то какие-то документы почему-то вот у нее проходят, возможно, какие-то судебные дела. Возможно. Что-то связано с документами может проходить. Разрешится в вашу пользу очень хорошо. Будете праздновать, будете счастливы, будете вообще довольны. И очень вот эти новости быстро летят в вашу жизнь. Быстрая будет перемена. Быстрая, качественная, очень благоприятная, очень вас радующая. И это будет вот непосредственно рядышком с вами. Да, возможно, что-то будет связано с материальным. Вы будете довольны. То, что вы хотите, окажется в ваших руках. Да? По девяточке кубков. То есть то все, что я хочу. У меня есть то, что я хочу. Обретете то, что вы хотите. То, что вас прямо обрадовать будет. Но здесь прямо идет момент изобильного. Да? Изобилия. Много идет в вашу жизнь, в ваше пространство. Это какие-то и финансы непосредственно в ваш дом будут вложены. В вашу какую-то недвижимость. Там, где вы живете. Там, где вы будете жить. Какие-то долги уйдут, понимаете? Здесь идет момент, что уйдут какие-то, если у вас есть какие-то долги, вы сможете их закрыть, вы сможете их как-то преодолеть. Наполняется жизнь, которая рядом с тобой, то, что рядом с тобой, и наполнится она изобилием, и наполнится она быстро, и такими яркими какими-то событиями. Ну покажи еще. Какая перемена ждет? Перемена очень хорошая, девочки, очень хорошая. Где-то в эту перемену прямо выстрадали. Вот серьезно, просто выстрадали.
И, возможно, на сегодняшний день находитесь вот как, знаете, на середине реки, к какому берегу пристать, где искать какой-то помощи, где искать какой-то поддержки, где искать вот этой прекрасной перемены. Она произойдет сама собой, знаете, как сама река жизни принесет эту перемену в вашу жизнь. Прекрасную перемену, и вести желанные, и любовь, которая наполнит ваше пространство. В полной мере, девочки, в полной мере. Для кого-то, возможно, некое путешествие в мир. Возможно, вообще вот мечтали, хотели, как-то сомневались, поедете куда-то отдохнуть, возможно, на море, в отпуск. Как-то, ну вот, прекрасные яркие события в полной мере идут в ваше пространство. И действительно, как заслуженное вами. Здесь проходит такой момент, что мы как-то располагаем, знаете, что-то думаем, о чем-то печалимся, а судьба знает свое, знаете, и идет все своим чередом. И течет река, и невозможно ее течение остановить. Вот так вот и в вашей жизни. Пришло время прекрасным событиям и переменам. И будут они происходить со всех сторон. И это будет происходить как заслуженное вами. Потому что я вижу, что нынешний стресс, он отходит. Вот нынешняя какая-то тревога, она отойдет из вашей жизни. И придет время уже наполняться эмоциями, наполняться вот такими радостными событиями в вашей жизни. Здесь, знаете, касаемо вот финансов, очень хорошо, прямо как гардероб свой обновите полностью. Очень может быть какие-то трансформации, перемены с вашей внешностью, то есть вы похорошеете, возможно, за длительное время отпустит вот этот стресс, вот этот, и сможете и похудеть, и привести себя в прекрасную форму, и где-то действительно будете срывать глаза, просто мужчина. Очень похорошеете и наполнитесь не только красотой, но и энергией внутренней. Сможете изменить свой гардероб, и, возможно, обстоятельства сложатся именно так, что это нужно будет сделать. То есть вы как выходите на людей, вы как на людях, вас часто видят, и вам хочется, и как бы надо, да, выглядеть хорошо. Вот как-то меняется ваша жизнь, если вы сейчас... Вот как на людях нужно выглядеть хорошо, обновление гардероба, и, возможно, еще это обновление будет из-за некой трансформации вашей внешней. Возможно, очень даже похудеете, постройнеете, будете очень хорошо выглядеть. И это тяжелый путь, да, но вы совсем справитесь в полной мере. Эффект будет очень таким стабильным и очень длительным. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Нежданно-негаданно, что придет и порадует. Что придет и порадует. Вы знаете, по состоянию здоровья. Здоровье вас порадует. Если вы сейчас как-то приболели или вообще имеете какие-то хронические заболевания, имеете какие-то недомогания, у вас очень улучшится здоровье. Улучшение по здоровью вас прямо порадует. Очень может быть, что кто-то планирует какие-то операционные вмешательства, очень переживает, все пройдет хорошо. Опять эта карта, вы понимаете, вот одна на дне колоды была. Иногда нам кажется, вот, да, что вот с разных колод вытягиваешь карты. Вот та карта, которая должна выйти, она и выйдет. И если она мне уже мелькнула, я все равно ее из колоды вытащу. Иногда бывает такой момент, что я даже знаю, какая карта сейчас выйдет. Вот так работают энергии второго. И я вижу здесь, что здесь через казенный дом. Очень может быть, что кто планирует операционные вмешательства, будет очень хорошо. Пройдет очень удачно, успешно, профессионально вам сделают вмешательство, и все будет отлично. И это может быть по состоянию здоровья человека, который вам дорог. То есть любимый человек, возможно, это ребенок или еще родители, да, вот здесь будет улучшение здоровья. И это вас действительно порадует. Хорошие новости придут по состоянию здоровья, возможно, из казенного дома. Что придет и порадует? Вечерней порой. Вечерней порой. Какие-то и рабочие встречи. Почему вечерняя пора? Зима. То есть это будет в ближайшее время, до конца зимы. Улучшение состояния здоровья. Очень хорошие новости по состоянию здоровья человека, о котором переживаете, или вы. Да.
Вот вы знаете, прямо там, где тревога ваша, оттуда и ждите хороших новостей. Там и будут хорошие новости. И вот смотрите, как вышла ситуация. То, о чем переживаете, как по состоянию здоровья своего или близкого человека. Из казенного дома ждите хороших вестей. Хорошие вести придут во второй половине дня и до конца зимы. Какие-то ваши переживания окажутся пустыми. Понимаете? То есть будете переживать, но окажутся пустыми ваши переживания. И придут хорошие вести до конца зимы. Так. И войдет в стабильность. Вот смотрите, как вышла карта стабильности. Войдете в стабильное состояние здоровья. Очень-очень хорошие. Вы знаете, здесь даже и идет момент, на поправку пойдет не только состояние здоровья, но и финансы. Но и ваше финансовое состояние. Здесь, конечно, проходит момент, возможно, и эта тревога, и эти вот все переживания, и этот накопившийся конфликт, он и связан со состоянием здоровья. Но я вижу, что переживаний много в третьем варианте. И здесь идет момент, что переживания твои пустые, придут тебе хорошие вести в второй половине дня до конца зимы. Наступит стабильность и не только в здоровье, но и в материальных делах твоих. Хорошо, ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Посмотрим, что вам нужно знать сейчас. Что вам нужно знать? У вас все будет отлично. Боже, вот этот момент императрица. Что вам нужно знать сейчас? Ваша женская доля будет прекрасной. Вы будете императрицей. Все будет лучше, чем вы себе представляете даже сейчас. Все будет очень хорошо. И многократно ваше и финансовое положение улучшится. И ваша женская доля, она действительно будет счастливой. Вы должны об этом знать. Очень вероятно, что если вы сейчас в каком-то разрыве или в какой-то печали, идет радость в вашу жизнь. Радость для вас, для женщины, непосредственно в вашу жизнь. И действительно, вот ваша радость, она женская, она для женщины, она для вас. И что вам нужно знать? Вас ждет счастливая женская доля. Вот так вот. Итак, карта совета, третий вариант. И у нас вышел король мечей. Очень интересно. Очень интересно вышел у нас король мечей. Это воздушная стихия. Какой-то момент, знаете, мужчина, что вот совет. Совет по поводу мужчины, короля мечей. Очень вероятно воздушная стихия. Здесь я возьму подсказочку, потому что у нас очень такая персонализированная карта вышла. То есть вам совет по поводу какого-то человека, мужчины. В чем этот совет? В чем совет по поводу этого человека? Разговор у вас будет с этим человеком. Что этот разговор принесет? Победу, хорошие вести, очень хорошие новости от короля мечей. Возможно, мужчина военнообязанный, возможно, при оружии. Очень может быть даже и врач. То есть, да, у нас здесь вопросы по здоровью, и от этого человека придут хорошие вести. Совет вам по поводу этого человека. В чем совет? В чем совет? Подсказку тебе даем, да? О чем? О чем тебе подсказка? То, от чего ты закрываешься, то, чего ты боишься. То, чего ты боишься. Ты как закрываешься, боишься чего-то. Вы знаете, здесь прямо что-то важное. Мы даем тебе подсказку по поводу этого человека. Мы как к тебе ведем этого человека. Вот как оно. Девочки, высшие силы ведут к вам мужчину для вашей счастливой женской доли, который будет вас любить. Не закрывай свое сердце, не защищайся. Этот человек будет тебя любить. Вот такая вот ситуация. Девочки, просто мороз по коже. Вот третий вариант. Вам подсказка такая. Ведут вам человека для счастливой вашей женской доли, который будет вас любить. Не закрывайте свое сердце, не бойтесь, потому что идет настоящая любовь. Вот такой вот у нас третий расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Счастья, радости, любви, смелого и благородного человека в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!